Харьков – второй по величине город Украины, которому уже почти 400 лет. Это город студентов, который в прошлом веке был столицей. Благодаря такому статусу город развивался как подобает. Роскошные площади, парки, музеи. Туристу здесь есть чему порадоваться. В этом видео я расскажу и покажу места Харькова, которые нужно и можно увидеть всего за один день. Ребят, добро пожаловать в Харьков! Отправной точкой нашего путешествия будет центральный железнодорожный вокзал. Сюда прибывают все путешественники, которые выбрали, по моему мнению, самый удобный вид транспорта – поезд. Начать стоит с привокзальной площади, которая находится прямо у вокзала. Говорят, что вечером тут особенно красиво, но это мы проверим позже. А сейчас воспользуемся метрополитеном Харькова, чтобы добраться в первое место нашего отдыха в городе. Кстати, это самый популярный и стабильный способ передвижения. За день метро пользуются около 800 тысяч человек. В харьковском метро 3 линии, 30 станций и более 38 километров путей. А направляемся мы на станцию Ботанический сад. Рядом находится одно из любимых мест отдыха харьковчан – Саржин-Яр. Это оазис посреди шумного большого города, но главное достоинство этого парка – источник. Считается, что минеральная вода из источника – самая чистая вода в городе. Так что если захотите посетить Саржин-Яр, то запаситесь старой, чтобы убедиться в этом лично. Здесь же находится купель, в которой многие харьковчане купаются на крещение. Это место также в шутку называют центром VIP-паломничества, так как на крещение сюда приезжают не только простые люди, но и некоторые депутаты. А еще на Саржин-Яр можно полюбоваться буквально с высоты птичьего полета. Здесь есть канатная дорога протяженностью более километра. Когда-то канатная дорога была простым транспортным средством. Она помогала рабочим быстро добраться к заводам. Сейчас все поменялось, и за 30 гривен можно добраться в не менее прекрасный парк Харькова. Это очень прикольно, если честно. Тут до деревьев рукой подать, буквально. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького стал настоящим харьковским Диснейлендом. Тут работает более 30 современных аттракционов мирового уровня, среди которых самое высокое в Украине колесо обозрения. И между прочим, в 2013 году парк получил международную престижную премию за современную концепцию и тематическое оформление. Повсюду в парке большое количество милых металлических скульптур детворы и животных. Они расположены по всей территории парка, иногда даже в самых неожиданных местах. Кстати, в 2012 году символом парка стала белка. Именно стеклянную скульптуру белки установили возле главного входа в парк. Белочки – коренные жители парка, которые подбегают к посетителям и выпрашивают орешки. Поэтому неудивительно, что харьковчане часто называют этот парк «Парк Белочка». Выходя из парка, мы попадаем на главную улицу города – улицу Сумскую. Она протянулась от парка до площади Конституции. На Сумской располагается множество старых застроек. Кстати, сама улица возникла еще в 17 веке как дорога на Сумы. Именно здесь можно попить кофе в первой в Украине кофейне с енотами. Пойдемте получим дозу енототерапии. Это место появилось на картах Харькова год назад. Кафешку открыл парень из Донецкой области Марк Колесников. Сначала он осуществил свою мечту, а затем и сотен горожан. Здесь живет Барт и Лиза, мальчик и девочка. Девочка – это та, что покрупнее. В кафе 2 зала. В одном из них для енотов обустроили отдельную комнату, которая не пропускает шум. Сделали имитацию деревьев с корой, чтобы максимально соответствовать дикой природе. Основное правило – самостоятельно не брать енотов на руки. Они придут сами и будут с вами играть. А еще вытащите все вещи со своих карманов. Лиза очень любит проверять чужие карманы. Гуляя по Сумской улице, вы точно не пропустите площадь Свободы. Она считается одной из самых больших площадей Европы и самой огромной в Украине. Здесь проходят самые важные городские события, зимой устанавливают катки, лунопарки, театры и обязательно главную елку города. На центральной площади расположено 2 здания Национального университета имени Каразина, а также огромное здание Газпрома. Здание Дома государственной промышленности является самым высоким зданием в городе. Высота его вместе с телевышкой составляет 108 метров. На момент постройки это было самое огромное здание на территории бывшего Советского Союза, которое впечатляет нас и сейчас.
Прямо около центральной площади раскинулся сад Шевченко. Этот исторический парк был разбит в самом начале 19 века, известный величественным памятным монументом, посвященным Тарасу Григорьевичу Шевченко. Еще один не сразу понятный памятник 50-й параллели. Он обозначает, что Харьков является самым крупным городом на 50-й параллели северной широты и установлен точно по линии ее прохождения. Выходя из сада Шевченко, натыкаешься на огромное здание. Это Харьковский академический театр оперы и балета имени Лысенко. У харьковчан нет единого мнения по поводу здания оперного театра. Кто-то считает его ужасным, а кого-то поражает геометричность и пластикостроение. Тем не менее, это самый знаменитый долгострой города. Строительство, которое планировали закончить за 5 лет, растянулось на целых 20. Напротив театра расположилось самое узнаваемое место Харькова – беседка «Зеркальная струя». А вот то самое знаменитое место, где все пытаются увидеть свое отражение. Говорят, что если вы увидите свое отражение в этой струе, то будет вам счастье. В застройке Сумской улицы сохранилось также одно из старейших театральных зданий Украины – дом Харьковского государственного академического украинского драматического театра имени Шевченко. Именно в этом здании в 1926-33 годах работал легендарный театр «Березиль» под руководством Леся Курбаса. А вот это самая древняя из площадей Харькова – это площадь Конституции. Дата ее основания – 1659 год. Именно отсюда начинается улица Сумская. А этот градусник – одно из самых популярных мест для встреч и свиданий. Это самый огромный городской термометр, расположенный в самом центре Харькова. Градуснику уже около 40 лет. И несмотря на то, что каждый может посмотреть погоду и время в своем смартфоне, градусник продолжает радовать харьковчан и удивлять гостей города, и все продолжают назначать встречи под градусником. Совсем рядом находится Покровский сквер. Отсюда открывается отличный вид сразу на 3 самых красивых собора Харькова. По одной из сторон сквера расположен Покровский собор, который является древнейшим сохранившимся зданием города. По другую сторону расположен Успенский собор, колокольня которой является второй по высоте колокольней Украины. В нижней части Покровского сквера, за рекой Лопань, находится третий из соборов – Благовещенский. Это самый большой по размерам кафедральный собор Восточной Европы. Еще одно монументальное здание, которое стоит увидеть, это дом со шпилем. Расположен он на площади Конституции. Выглядит это здание весьма впечатляюще, особенно в вечернее время, когда оно подсвечивается. Тем более, что на углу дома находится мое любимое место. Это место пересечения харьковчан и гостей города, желающих открыть для себя первую столицу. Здесь подают завтрак в течение всего дня, и я, как человек, который не умеет рано просыпаться, это оценила. В меню вы всегда можете встретить блюда из любой страны мира. Здесь отличная кухня, блюда с изюминкой, приятное обслуживание и уютная атмосфера. Кроме мест Харькова, которые я сегодня вам показала, город может показать и рассказать намного больше. Посвятите свой отпуск Харькову, и вы точно не пожалеете. Пока!